Привет, дорогие подписчики и зрители. Нужно ли обратить свое внимание на Тарков, а главное, стоит ли в него играть? На этот вопрос я отвечу в данном ролике. Закрытое бета-тестирование стартовало в 2017 году. Конкретно я играю с апреля 2018. В одном коротком видео невозможно провести полный анализ игры и затронуть все игровые аспекты. Именно поэтому я донесу до вас главные особенности проекта. Начнем мы с недостатков. Игра находится на стадии бета-тестирования, поэтому большая часть всех игровых ошибок и неровностей исчезнет с переходом игры в релиз. На мой взгляд, Тарков слишком сложная и обширная игра, в которой 50% всего контента на данный момент нет. Поэтому разного рода ошибки в игре будут всегда, и это нормально, так как проекты такого уровня имеют слишком много тяжелых технических аспектов. Главное — это отклик разработчиков и то, что они в короткие сроки налаживают игровой процесс. Из недостатков на данный момент я могу выделить довольно редкий период больших обновлений. Обширные игровые патчи выходят нечасто, но очень сильно меняют игру в лучшую сторону. В каждом из них много разного рода нововведений: оружия, новых карт, элементов снаряжения, изменения в балансе, добавление новых внутриигровых механик. Но выходят они ориентировочно раз в полгода. Недостаток контента для постоянных игроков. Бесспорно, в Таркове для новичка безумно много информации для ознакомления, но после определенного периода игры в 3-5 месяцев развлекать себя приходится самому. Очень не хватает внутрирейдовых активностей, такие как недельная линейка квестов или случайные события на локации. Эти недостатки в основном замечают игроки, которые прошли не один вайп Таркова, но уверен, их исправят в грядущих патчах. Но все они меркнут по сравнению с положительными особенностями игры. Главное из них — это развитие проекта. За 1,5 года Тарков изменился до неузнаваемости. Главное изменение в нем — это добавление большого количества контента. Античита, Буталай, переход на новый движок Unity 2018, добавление убежища, барахолки, внутренней торговой площадки игровых вещей, добавление большого количества анимаций, улучшение стабильности серверов, удаление из игры всяческих абузов и так далее. Познание игры и ее оригинальность. Самое большое удовольствие от Таркова я получил от разбора механик и понимания ее сути, изучения локаций, вещей, торговцев, сборок оружия и прочих игровых аспектов для новичка дают незабываемый опыт и впечатления. Тарков, по-моему, лучший игровой проект, в котором заключены жанр шутер от первого лица с ММО-элементами. В Escape from Tarkov полученные эмоции и опыт разительно отличаются от других проектов. Все или ничего — это одна из игровых особенностей игры. Чувство персонализации персонажа — вот что заставляет переживать за него раз за разом. При смерти твоего оперативника все его вещи, кроме защищенного контейнера, остаются на локации. Противник может забрать их себе. Также минималистичный интерфейс, без всевозможных указателей, карт и так далее. На локации приходится ориентироваться самому, не говоря уже о механике здоровья. Все это в целом дает тебе непередаваемый игровой опыт. Отсутствие доната. Стоимость игры влияет на стартовое снаряжение. При покупке самого дорогого издания вы получаете максимальный по размерам схрон, склад хранения внутриигровых вещей, и большой подсумок, контейнер для снаряжения. Также доступ ко всем последующим DLC. По словам разработчиков, в Таркове не будет какого-либо внутриигрового контента за деньги, кроме упомянутых выше DLC. Подход разработчиков к общению с комьюнити игры. Это особенно важно. Студия разработки ведет прямой диалог с игроками, где учитывает мнение многих и старается улучшить игру на опыте аудитории. Всевозможные форумы, опросы, стримы с разработчиками. Ты опять ствол взял? Положи лучше, забанят нас нахуй. Обсуждение обновлений со стримерами и контент-мейкерами. Это то, что отличает Battlestate Games от других игровых студий. Вместе с разработчиками игроки помогают развитию игры и непосредственно на него влияют. Escape from Tarkov — удивительный проект русской студии разработки, при погружении в который вы можете увязнуть в нем не на 1 месяц незабываемого игрового опыта. В следующих роликах я отвечу на самые часто задаваемые вопросы новичков в игре. На этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, помог вам в решении, стоит ли обратить свое внимание на EFT. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Задать мне вопрос и услышать на него ответ в прямом эфире можно на моем Twitch канале. Сайонара!